Всем привет! Вы на моем канале Сметанка вяжет спицами. Меня зовут Настя. В этом видео я буду вязать вот такую красивую двухцветную повязку. При желании можно связать ее в один цвет, не обязательно использовать два. Но мне захотелось сделать ее именно двухцветную. Давно ношу идею такую в голове, и вот мне получилось ее воплотить в реальность. Очень классная повязка получилась. Она у меня получилась двойная. Вот двойная у меня. Полностью по всей длине. Так, по замерам сейчас расскажу. Вязала я ее на себя. 53 сантиметра моя окружность. Ну, я всегда рассчитываю как на 54. Она хорошо сидит и на 54 сантиметра, на 53 и на 52. То есть 52-54 сантиметра получилась моя повязка. По размерам. Ширина моей повязки, вернее, высота повязки у меня 11,5 сантиметров. Ширина повязки почти 22 сантиметра. Так, вязала я ее из 100% мериносовой шерсти. Сейчас коротко расскажу про пряжу и про расход. Использовала я два цвета, бежевый и серо-голубой. Бежевый цвет у меня это 13701, пряжа Lanagata Super Soft, моток идет 50 грамм, 125 метров. Состав это 100% мериносовая шерсть Extra Fine. Бежевый цвет, понятно. Серо-голубой цвет 12504, это тоже Lanagata Super Soft, одна и та же пряжа, но разных цветов. По расходу вес повязки больше 50 грамм, поэтому даже если вы будете вязать повязку одноцветную, вам все равно потребуется два мотка. В процессе вязания мне пришла идея еще, как можно связать эту повязку. Сейчас я вам коротко про этот способ расскажу. Я вяжу немножко другим способом. Я начинаю вязать ее вот с этого края и заканчиваю этим краем. То есть я вяжу ее от начала до конца. Но проще ее, наверное, если вязать именно двухцветную, ее проще связать именно начиная от середины, вот от этого момента. То есть набираем на дополнительную нить с помощью крючка петельки, нужное количество петель, и вяжем первую половину. Ее провязали. Далее закрыть петли, так как я закрываю конец повязки. Дальше вы снимаете с дополнительной нити все на спицы того же размера и вяжете во вторую половину ровно столько же сантиметров или рядов, и точно так же закрываете. И потом точно так же сшиваете, как я ее буду сшивать. Но я вот буду немножко вязать по-другому. Я буду начинать отсюда и заканчивать этой же частью. По инструменту и начинаем вязать. Инструмент. Повязку буду вязать спицами 3,5 мм, но набирать я буду вначале на спицы 3 мм и потом переходить на круговые спицы, так как я буду вязать ее по кругу. Также эту повязку можно связать полой резинкой, но полой резинкой вязать долго, мне быстрее вязать это лицевой гладью, поэтому я буду вязать именно по кругу. Леска 80 сантиметров буду вязать методом Magic Loop, то есть волшебная петля. Игла с большим ушком, сантиметровая лента и ножницы. Я начну набирать на чулочные спицы размером 3 мм. Это только для наборного края, и буквально провяжу 1-2 ряда. Сейчас все в процессе расскажу, покажу. Но основную часть повязки я буду вязать спицами 3,5 мм. Это нужно для того, чтобы наборный край не выглядел вот такой вот юбочкой, то есть чтобы он был более узкий. Итак, на спицы 3 мм я набираю самым обычным способом 62 петли. 2, 3, 4, 5. Набираю нужное количество петель. Я набрала нужное количество петель. Начинаем вязать первый ряд. Мы буквально 2 ряда провяжем туда и обратно полой резинкой, и дальше перейдем на спицы 3,5 и будем вязать по кругу. А полая резинка мы провяжем туда и обратно, это получится один круговой ряд. Вяжем первый ряд полую резинку. Вяжем следующим образом. Первую вяжу лицевой, вторую петлю
Снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Снова лицевая, петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Снова лицевая, петлю снимаю, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Я заканчиваю вязать первый ряд. Лицевая, петлю снимаю. В конце ряда у меня осталось 2 петли. Вяжу лицевая, и последнюю кромочную петлю я снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. Разворачиваемся и вяжем второй ряд. В этом ряду вяжем следующим образом. Те петельки, которые мы снимали, не провязывая, мы будем вязать их лицевыми. А те петельки, которые мы провязывали в том ряду, они у нас изнаночные, мы их будем снимать, не провязывая. Вяжем первую петельку, мы вяжем лицевой. Дальше петлю снимаем, не провязывая. У нас она, видите, изнаночная. То есть все изнаночные мы будем снимать, не провязывая, рабочая нить перед работой. Снова лицевая, изнаночную снимаем, рабочая нить перед работой. Снова лицевая, изнаночную снимаем, рабочая нить перед работой. Так вяжем до конца ряда. Я заканчиваю вязать второй ряд. Изнаночную снимаю, нить перед работой. 1 лицевая. В конце ряда у меня остается снова 1 петелька. Рабочую нить перед работой снимаю ее, не провязывая. Можно провязать еще один ряд точно так же. Первую петлю вяжем лицевой. Видите, она у меня лицевая. Ту петельку, которую мы снимали. Дальше изнаночную снимаем, не провязывая. И так далее мы можем вязать так повязку до самого конца, продолжая вязать вот такой полой резинкой. Но я буду вязать ее лицевой гладью, потому что получается намного быстрее. Поэтому я сейчас все пересниму на круговые спицы. Беру я круговые спицы на длинной леске. Я буду вязать методом Magic Loop. Спицы съемные, поэтому у меня спицы 2 разных размеров. Левая спица у меня будет спица 3 мм, а правая спица 3,5. Вязать я буду правой спицей, она будет формировать мне правильный размер петель, а левая спица второстепенная. Ее можно брать на размер меньше, тем самым облегчается нажатие на спицу, и петельки по ней скользят намного быстрее. Если у вас не съемные спицы, то просто берем спицы 3,5 мм. И сейчас мне нужно все переснять на круговые спицы. Я сейчас буду переснимать лицевые на одну спицу, изнаночные на другую спицу. Вот так. Так, да. Лицевые. Вот лицевые я снимаю на спицу 3 миллиметра. А вторую изнаночную я снимаю на спицы, вернее лицевую на 3,5, а изнаночную на спицу 3 миллиметра. Снимаю их поочередно. И вот так вот продолжаем снимать до конца все петельки. Продолжаем так снимать. Так, я подобралась к концу ряда. Так, снимаем. Вот это у меня не провязанная, ушла на спицу 3 миллиметра. Все, на этом этапе чулочные я полностью убираю, они мне больше не нужны. И продолжаем мы вязать сейчас лицевой гладью. Метод Magic Loop, волшебная петля в переводе. Значит, у меня должна быть петелька с правой стороны и петелька с левой стороны. Вытягиваю я спицу 3,5 миллиметра. Вот так. И продолжаю вязать так
Так, ниточку сейчас я сюда продену, хвостик оставляем, ниточку вот сюда. Вот так. Вот у меня ниточка. Вот мой ряд и вот мой ряд. Дальше я буду вязать по кругу. Вяжем первый ряд после полой резинки. Видите, у меня получилось, что полую резинку я провязала 2 ряда, а по сути это один круговой ряд. Так, все, дальше я вяжу все лицевыми петлями до половины повязки. Все лицевыми. Сейчас я провяжу ряд до конца. Покажу, как мы там будем действовать, чтобы перейти на другую сторону. Вяжу все лицевыми. Так, я провязала до конца ряда первую половину. Вот, провязала. Теперь разворачиваемся. Да, смотрите, мы развернулись. Вот наша петелька. Теперь мы эту петельку вот так вот тянем и продеваем сюда нашу спицу 3 миллиметра, а 3,5 мы ее опять вот так вот вытягиваем. Вытянули, это сюда затолкали. Эту вытягиваем снова, у нас снова 2 петли с правой стороны, с правой и с левой стороны. Продолжаем вязать лицевой гладью. Тут у меня так петельки лежат. Обращайте внимание на петельки. Провязывать ее нужно так, чтобы мне она не получалась скрещенная. Видите, они мне сейчас вот так лежат. Мне нужно их провязать вот так вот за заднюю стенку, чтобы петельки не получались скрещенными. Вот моя петелька. Вяжу ее за заднюю стенку. Если бы моя петля лежала вот так, во всех следующих рядах она будет лежать вот таким образом. Я буду вязать ее за переднюю стенку. Вот так. Так, итак, вяжем до половины повязки, до смены цвета. Тот, кто вяжет без смены цвета, то мы вяжем полную длину повязки. Если вы также вяжете из мериноса 100%, он после стирки вытягивается, поэтому на растяжение я отнимаю 10 сантиметров. К примеру, я повязку вяжу на окружность головы 54 сантиметра, значит длина повязки, сейчас мне нужно провязать полотно, окружность головы минус 10 сантиметров, 44 сантиметра. Все, дальше вяжем все лицевой гладью, либо продолжаем вязать полую резинку, либо до половины, либо полную длину повязки. Я буду вязать 22 сантиметра, так как повязку я вяжу на окружность головы 54 сантиметра. Итак, я провязала нужную мне длину повязки до половины. У меня здесь 22 сантиметра, по-моему, 22,5 даже. Вот обращаем внимание, видите, край, он даже у меня еще чуть-чуть немножко, вот видите, этой юбочкой. Можно было взять спицы еще на полразмера меньше, то есть 2,5 набрать, но ничего страшного. Если бы я взяла 3,5, то здесь была бы еще больше юбочка, поэтому, видите, пока у меня вот так вот аккуратно. Так, длина, высота, длина. Да, 22,5 сантиметра. И по количеству рядов я посчитала, не считая набор петель, я провязала ровно 78 рядов. То есть 78 рядов плюс наборный край петель. Значит, я сейчас поменяю цвет и провяжу тоже 78 рядов. И 79 рядом я закрою петли на повязке, и получится ровно столько же рядов и столько же сантиметров. Можно ориентироваться по сантиметрам, можно ориентироваться по рядам. Так, меняем цвет. Дальше у меня идет цвет вход серый, рабочую нить от бежевого клубка я уже обрезала, просто ее обрезаем вот так вот и оставляем. Сейчас я провяжу один ряд, эти хвостики между собой просто перевяжу. Когда провяжу полную длину, повязку выверну и спрячу эти ниточки аккуратненько. В видео я вам все подробно покажу. Это будет попозже. Дальше. Сейчас мы меняем цвет. Так, вот мой хвостик. Это у меня и начало ряда. Маркер никакой я не вешала.
потому что мне все и так понятно, где у меня начало и конец ряда. Берем нить другого цвета и начинаем вязать. Продолжаем вязать. Либо мы вяжем полой резинкой, либо мы вяжем лицевой гладью. У меня лицевая гладь. Все. Теперь нитью другого цвета я вяжу столько же рядов, либо столько же сантиметров. Я провязала полную длину своей повязки. Сейчас мне нужно спрятать ниточки. Выворачиваю я свою повязку на изнаночную сторону. И вот эти ниточки мне нужно спрятать. Так. Я тут завязала просто узелок. Теперь бежевую я спрячу в изнаночную гладь. Бежевого цвета, серую я просто тоже спрячу. Не спрячу, просто уведу их, чтобы они внутри не болтались. И вот этот узелок у меня не развязался. Беру иглу с большим ушком. Давайте спрячем сначала серый. Просто уведу его куда-то вот сюда. В бок уведу, чтобы он не болтался. Сюда, сюда и вот сюда. Все. Тут его обрежу. И вот этот точно так же вот сюда прячем. Сейчас спрячу и вернусь. Так, спрятала я два хвостика. Обратно выворачиваю повязку. Все, на этой стороне ничего не видно. Ничего нету. Все, сейчас мне осталось закрыть вот здесь петельки и сшить мою повязку. Сейчас сделаю я замер. Я провязала ровно 78 рядов. Столько же, сколько и на этой части. Так, длина моей повязки получилась ровно 44 сантиметра. В принципе, отлично. Все. Закрываем петли. Нам нужно закрыть так, чтобы соединить вот эти два края сразу же и все закрыть. Для этого берем спицы 3,5 миллиметра и начинаем все закрывать. Сейчас я пару петель закрою спицами, покажу, как спицами закрывается, и дальше я продолжу уже крючком, потому что крючком закрывать намного удобнее. Итак, нам нужно, так, снимаем мы первую петельку и вторую и протягиваем вот так вот одну через другую. Теперь дальше идем следующим образом. Подхватом за первую, на первой спице в петлю вдеваем спицу и также на второй вдеваем в спицу, подхватываем рабочую нить и продеваем ее через две вот эти петельки. Один и вот вторая. Вытянули петлю, снимаем эти петельки с обеих спиц. И теперь вот эту петельку мы набрасываем на провязанную. Вот так. Продолжаем снова. В одну петлю, во вторую провязываем через 2 петли, сбрасываем их со спицы и протягиваем через провязанную предыдущую петлю. Так мы продолжаем до конца ряда. Я буду продолжать закрывать крючком, потому что так удобней. Убираю я спицу 3,5. Возьму крючок я 4 миллиметра. И начинаем закрывать. Вдеваем в одну петлю, снимаем вторую петлю, снимаем. И теперь продеваем рабочую нить через все наши петельки. Вот так. Снова в одну петлю вдеваем, во вторую петлю вдеваем, подхватываем рабочую нить и продеваем ее через все наши 3 петельки. И так продолжаем до конца ряда. В одну, во вторую и продеваем через все наши петельки. Так закрываю я до конца ряда. Оп, оп и оп.
Так, закрываем петельки. Так, все, у меня здесь последние 2 петли. Продеваю. Спицы убираю. Вот этот хвостик я вытягиваю подлиннее. Этим хвостиком будем сшивать нашу повязку. Поэтому я его оставляю подлиннее. Обрезаем нить. Все. Так, теперь нам нужно вот спрятать вот этот хвостик. Я его просто продену вовнутрь. Он никуда не денется. Чуть-чуть выгружу. Все, он у меня внутри. Так, все, нам осталось сшить нашу повязку. Так, определяем ее лицевую сторону, какая там нам больше нравится. И лицевой стороной мы складываем ее вовнутрь. Вот, например, вот это, нет, не вот это. У меня будет вот эта сторона лицевая, значит, я складываю ее вот так. Складываем. И теперь дальше делаем следующим образом. Складываем один край пополам и складываем второй край пополам. Заводим их вот так вот между собой. Вдеваем вот сюда нашу иглу и начинаем сшивать. Так, начинаем сшивать. Оставили мы здесь вот небольшие дырочки. Сшиваем в первую очередь сначала серединку. Просто заводим нашу иглу во все наши детали. Во все, абсолютно во все детали надо зайти. И аккуратненько прошиваем по всей вот этой ширине. Прошили мы 2 детали. Теперь мы поправляем наши 2 вот эти вот детали и сшиваем их тоже между собой. Вот так, смотрите. Здесь вот так вот поправили. И здесь вот так вот поправили, чтобы было у нас с обеих сторон одинаково красиво. Так, продолжаем этой же нитью сшивать. И пройдусь я еще раз в обратную сторону. Так, все, теперь прячем нашу ниточку. Я ее спрячу просто вот сюда, вот в эту дорожечку, как обычно я люблю прятать. Завожу вот так, так. Продеваем и в обратную сторону. Все, прячу ее вовнутрь, кусочек сейчас отрежу, и никуда он у нас не денется. Обрезаем рабочую нить. Все. И вот такая вот у нас красивая повязочка получилась. Все, дальше мы отправляем ее в стирку. Обязательно стираем, сушим ее на горизонтальной поверхности. И когда она мокрая, придаем ей правильную форму. Так, и по весу моя повязка получилась. Сейчас скажу, сколько она получилась у меня. 67 грамм. То есть больше одного мотка уходит на такую повязку. И на этом все. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!